почему мы находимся в Намибии? Почему вы выбрали Намибию? О, вон кабаны, кабаны! Что мы будем есть? Зебра. Печенка кролика. В воздухе стоит такой аромат сухих трав. На самом деле это такое путешествие, ну вот если брать детей с собой в компанию, да, они должны быть достаточно выносливы. Очень много таких моментов, которые дети вот должны пройти. Я очень счастлива, что наши дети смогли это сделать. Привет, я Андрей. А я Маша. Мы пара, путешествующая по всему миру вдвоем. Мы просто едем и едим, используя различные способы передвижения в поисках самых красивых маршрутов и самой вкусной еды. Намибия – это как раз место, где дюны сходятся с океаном. Это великолепно, это очень интересно. Невероятное сочетание людей, которые живут в пустыне, не имея ничего. И они такие красивенные, эти люди. И тот стык, да, когда в том же Свакопмунде сидят не только туристы, но и местные европейцы, пьют вино, едят устрицы, и это просто пропасть между уровнем жизни, цивилизациями, да. И именно здесь, в Намибии, эту пропасть можно хотя бы немножко как-то осязать. Да, здесь можно увидеть очень много пейзажей, да, лендскейпов таких. Неземных для меня, да, то есть к чему-то привязаться было очень сложно, да, обычно мозг так работает, вот приехал там, о, здесь похоже на Исландию, о, а здесь похоже на Норвегию, да. А здесь похоже там, не знаю, на что там, на Америку, на Калифорнию, так вот в Намибии ни на что не похоже. Ну и в тот самый момент, когда тебе не с чем сравнить ни сухость воздуха, ни пейзажи, ни уровень комфорта, ни само путешествие в общем и свои ощущения, да, в этом, то тогда как бы телу и мозгу не остается ничего другого, кроме как воспринимать все так, как есть. Смотрите, ребята, куда мы едем. Кто это был? О, вон кабаны, кабаны! Мы приехали в
самый большой частный заповедник Намибии. Называется он Эринди. И сейчас ждем, пока подъедут все наши 7 джипов, которые в группе, чтобы всем заехать одновременно. Держи. Сейчас будут ворота открывать. Грация. Такие. Какие-то непонятные, странные. О, смотри, сколько их много. Где? Только что закончился дождь, и в воздухе стоит такой аромат сухих трав, сухоцветов, Кореньев. кореньев. Это точно такой же, как я помню из детства, когда мы ездили с родителями на Арабатскую стрелку в Загеническом, в Херсонскую область. И там точно так же пахло, такие же ароматы. В Эринди это самый большой в Намибии частный заповедник животных, да. Здесь водятся черные носороги, слоны, жирафы, гепарды. И все это в открытой природе. Мы загорожены от них вот проволокой с электричеством. Сейчас будем жить в своем домике. И завтра поедем на сафари. Сегодня их будем снимать вот животных на водопое. Потому что домики выходят А прямо, вот эти домики, смотри. Первый домик, второй прямо на домик. водопой. Скажите. 5, 6, 7. Вау, какие колючки на дерево. Вы видели? Ага. Охренеть. Это акация. Да ладно. Да. Или мимоза. Вот наш домик номер 7. Вот наш домик номер 7. Вот наш домик номер 7. Номер 7. Номер 7. Все? Разгружаемся? Разгружаемся, да. Ярик. Огромные челюстями. Ой, какие-то Смотри, строга. тут у нас гриль есть, видишь? Барбекю. Давай, Сразу. давай сначала Машу вкусим носками. А я как котик, я захожу первая. Сразу инструктаж. Вот это должно быть всегда закрыто. Сетка, хорошо? Это странная Что будет непонятно, что нас кусать целую ночь. Давай. Прекрасно. Все чудесно, мне все нравится. Есть всякие кастрюли, посуда. А это значит, что будет сегодня день-рожденческая вечеринка. Я сегодня в своей праздничной, любимой тельняшке.
Как сказал Ярослав, Маша, у тебя есть что-нибудь еще надеть? Готовлю праздничный ужин, потому что сегодня у моего мужа, любимого человека, стоящего за камерой, день рождения. Что мы будем есть? Значит, во-первых, где мы? Мы находимся в заповеднике Эринди, называется, к водопою которого приходят разные животные. Мы видели бегемотов, косуль, крокодил там лежит неподвижный. Да. Что мы готовим? Мы пошли сегодня в местный супермаркет и взяли мясо, потому что в Намибии одно из самых лучших мяс, да, которое можно встретить, потому что животные в основном дикие, всякие стейки зебры, стейки всяких ланей и так далее, и так далее. Очень популярна козлятина, очень популярна баранина, говядина, здесь есть тоже, и даже свинина. Что я купила? Я купила зебру. Зебра – это сирлоин, стейк сирлоин зебры. Я его разрезала на 2 части, потому что нас 4, и мы не сидим по такому большому куску. Сделаем из этого чисто стейки, прожаривать сильно не будем. Вот, попробуем, что такое зебра. Дальше я взяла фермерскую курицу, возможно, просто кто-то захочет, и замариновала ее в апельсиновая цедра, апельсиновый сок, оливковое масло, соль, перец. Все. Вариантов у меня здесь немного. Что я успела купить, в том и замариновала. Прекрасный гарнир, овощи на гриле. Мы начнем с молодой кукурузы, затем будет молодая морковь, лук-порей, грибы. Здесь есть тоже апельсиновая цедра, соль, перец, оливковое масло, больше ничего нет. У нас есть прекрасные фантастические угли. И самый главный ингредиент предстоящего праздника – та-дам! Южноафриканский савиньон блан, прохладный в этой жаре. Я начну с курицы. Прям вот так кожей вниз ее кладу, кожа поджарится, и мы потом просто перевернем для закрепления, как говорит Ярик. Ножки, 2 бедра, 2 ноги и от чего-то одно крыло. Дальше пойдет кукуруза, потому что она достаточно медленная в приготовлении. Южная Африка за счет своего климата и почв считается совсем не овощной страной, потому что здесь очень много мяса, овощей в культуре нет, как, собственно, в таком традиционном меню. Но, конечно, в современных супермаркетах есть все. Морковочка покатилась. У нас есть порей, тоже я куда-то его сюда сейчас положу, но самые быстрые в приготовлении будут грибы. Их буквально нужно только прихватить, поэтому мы их положим туда уже в самый конец. Look at that. Wonderful. Я его переворачиваю, это очень красиво. Нет, ты что, это же самый смак. Я думаю, что немножко попробую. Look at that. Сгорело, нет? Да нет. Следующее. Look at that. Что, оно на пике вообще своего? Это нет. Я уже тоже так считаю. Зебру нужно достать из холодильника предварительно, чтобы она нагрелась. Тогда она лучше прожарится. Дальше. Вы должны ее максимально обсушить. Не то чтобы зебру, любой стейк. Нужно максимально обсушить, чтобы он был не влажный, не мокрый, не сочный. Он должен быть сухим максимально. Нет здесь ни соли, ни перца. Соль и перец будет в конце. Кладу на решетку. И засекаем, кстати, где-то, я думаю, 1,5 минуты. Есть.
very light straps as well in the legs. Мы сейчас приехали в такой национальный центр сохранения гепардов, чита, да, это называется на английском языке. В 2000 году одна американка приехала в Намибию, потому что Намибия славится своей дикой популяцией гепардов. Здесь больше всего гепардов. И она договорилась с президентом Намибии, вот в июле они открыли этот центр. Он существует на дотации и на пожертвования. Это целый фонд спасения гепардов. В Намибии чуть попозже приняли закон, который запрещает держать гепардов дома как домашних животных. Их испокон веков еще древние фараоны в Египте использовали гепардов для охоты. И вот в Намибии в какой-то момент запретили это делать. И куча гепардов, которые были воспитаны людьми, которые не умеют жить в дикой природе, вдруг оказались под запретом содержания дома. Их надо было куда-то девать. И вот этот центр, он их забрал. Те, которые смогли приспособиться, они их выпустили в природу, а те, которые нет, они их тут содержат, кормят и вот заботятся о них вот так вот. И вообще этот центр, он в принципе занят тем, что они разводят популяцию гепардов и выпускают их на улицу. Очень важный момент. Фермеры в Намибии, когда у них пропадала коза, когда коза была убита каким-то из диких животных, всегда думали о том, что это сделал гепард. Хотя это всего лишь 3% случаев, когда гепард убивает козу в стаде. И чем занимается еще, помимо прочего, центр? Воспитывает собак и дарит их фермеру для того, чтобы собака охраняла стадо коз или овец, и тем более обучают фермеров различать по следам убийства, да, козы, например, кто же это сделал. И дарят вот таких собак.
Уже около 100 собак они таких обученных подарили для того, чтобы научить человека сохранять жизнь гепарда. Самое интересное, что здесь при вот таком фонде находится очень крошечная козья ферма, потому что здесь есть свои козы, это альпийская порода, ее можно встретить у нашего Бернара в Украине на ферме Fromage de Lys. И варят здесь два очень простых сыра. Шевр, это козий сыр такой базовый, и делать фету, тоже из козьего молока. Здесь прям можно посмотреть, как ее делают. Все как и везде. Коз закрывают, чтобы они никуда не уходили, дают им еду, и в это время их доят. В намибийской кухне нет никаких сыров. Конечно, это обман. Вот, поэтому они взяли два классических рецепта. Это французский шевр и греческая фета. Обычно так начинаются фильмы, где потом главного героя сжирают. Сейчас я выйду уже и расскажу, что я чувствую. Надеюсь, вскоре мы будем есть. Печенка кролика. Да попробуем. Устрица, она гермафродит, поэтому во всех ресторанах ее всегда подают на льду. И еще будет орикс. Это единственное место в Намибии, где нормальный не жаркий климат. То самое легендарное место, где Атлантический океан сходится с миллиардовековыми дюнами, и мы находимся в Намибии.